Привет, друзья! Хотел бы с вами поделиться информацией по поводу того, как я поменял NVIDIA на AMD и в чем была загвоздочка. В общем-то, логика, в принципе, очень простая. Сначала вы удаляете все драйвера, которые связаны с NVIDIA, потом вы накатываете драйвера с открытым исходным кодом, и по идее все должно выполняться. Но не в моем случае. Мне пришлось потратить около, наверное, 4 часов, чтобы моя новая видеокарта, ну как новая, она бэушная, но как бы для меня она новая, заработала на моем компьютере. И виной был всего лишь один файлик, который мне посоветовал один прекрасный человек какой-то удалить, ну или переименовать, как получится у вас. В общем, смотрите, получается дело в том, что поменял я видеокарту, да, загружаю Manjaro Linux. Получается, у меня сначала идет как бы такое окошко, куда нужно вводить пароль для того, чтобы расшифровать жесткий диск, SSD-шный в смысле. Потом идет такое всплывающее окошко у меня, как выбор меню граба, то есть там несколько у меня Manjaro установлено, и поэтому, наверное, оно всплывает. В общем, а третье окошко, по идее, должно быть ввод пароля администратора. Ну, в смысле, там, допустим, моего пользователя для конкретной там Manjaro уже, да. И получается, вот на этом третьем этапе все зависало. Ну, как не то, что зависало, а просто был черный экран. И что я только не делал, и искал, пол интернета переискал, но в итоге ничего не помогало. Однако вот спросил на Manjaro форуме, и не зря оказалось. Парень помог, за что ему огромнейшая благодарность. И сейчас я вам, наверное, что там покажу еще на экране, на записи. Или не на записи, ну, в общем, давайте. В общем-то, друзья, как бы там предыдущее мое видео есть по поводу того, как можно выяснить, какая у вас версия вообще NVIDIA стоит, драйверов. Однако я пытался использовать ту команду из прошлого видео, у меня ничего не получилось. И вот, получается, нашел такую командочку, как mod info NVIDIA, как видите, вот. Она здесь как бы на 1/4 экрана вверху. И потом, допустим, можно еще посмотреть список, вывести всех установленных программ. Ну, я здесь сейчас всплывет подсказочка, как это сделать. Дальше вот я их фоткал, то есть какие у меня вообще там установлены, да. Ну и как видите, здесь вот это вот надо удалить МХВД NVIDIA. И получается, оно удалит и остальные 390 и 470, вот эти вот две версии, которые по центру экрана. Ну, короче, 3 версии эти удалятся, получается. Вот, после чего вот, можно вот такой командочкой сделать. То есть pacman q большая, потом как бы вот такая вот черта, она прямая, не косая, а прямая, и more, чтобы, получается, вы могли этот список прокручивать. Вот. Дальше вот эта командочка, которая сейчас по центру экрана, МХВД только, ну вот это вот внизу, которая перед зелеными буквами, в общем. МХВД минус R PCI видео NVIDIA тоже надо удалить, наверное. А потом надо заново это поставить. То есть вот такой командой можно, в принципе, поставить, попробовать. Я уже точно не помню, на какой именно у меня закончилось терпение, но, в общем, скорее всего, вот это вот она. МХВД минус А, PCI free 0300 надо написать и нажать Enter. Ну, естественно, это когда у вас, допустим, возникнет черный экран, уже когда, по идее, должен быть либо ввод пароля, либо рабочий стол показываться, в зависимости от вашей настройки, то вы нажимаете Ctrl-Alt F2 и вводите там, допустим, своего пользователя. Ну, я обычно пишу root, чтобы не писать постоянно sudo. И таким образом написали root, потом ввели пароль от рута, и, соответственно, вы можете уже вводить эти команды. Дальше такая вот версия ядра у меня была.
Ну как была, потому что я удалил. И почему-то у меня очень маленькая скорость скачивания, ну, обновления вот этих всех. Поэтому я попытался поставить МХВД, как видите, kernel install Linux 510 RMC. RMC это значит, кстати, удалить предыдущие там версии какие-то ненужные типа. Поэтому можно вводить без RMC. Можно просто, ну, вот эту вот командочку, которая сейчас приблизительно по центру экрана, но чуть ниже. И получается у вас установится Linux 510. Соответственно, вы можете установить Linux 61, допустим, там еще есть 60, там RT. Ну, если вы введете эту команду и не будете знать, какой именно Linux, какое именно ядро Linux на данный момент есть, там, допустим, самое последнее, либо какое-то вам нужное, то вы просто вводите, допустим, Linux там 99 и, ну, поняли, да, МХВД, kernel и Linux там 99, и у вас получится список такой, вам подсказка будет. От разработчиков спасибо им большое, что здесь. Ну, здесь я вот показываю, как оно мне удаляет зачем-то 61, ну, 6.1 ядро. Не знаю зачем оно мне удаляет. Ну и, в общем, дальше я там чуть-чуть еще, наверное, на компе покажу, как все в итоге получилось. В общем, вот эта вот ссылочка, наверное, я ее оставлю вам, чтобы вы посмотрели, как я тут переписывался с парнем. Здесь я вот по этой ссылочке находил, как я мог попробовать установить новое ядро. Здесь через AUR вот так вот, в общем, устанавливается, как бы, я так понимаю, программное обеспечение для AMD, типа. Здесь ссылочка по поводу того, как установить яй, чтобы можно было через командную строку. Короче, просто жесть. Устанавливать. Получается, что тут? Ну это Solution, типа решение. Вот, он мне советует посмотреть, что в этой папочке находится. Потом я пишу ему, что как бы я сейчас устанавливаю 510 ядро, почему-то очень маленькая скорость загрузки идет. То есть вот сейчас типа устанавливается там AMD GPU Pro Installer. И как видите, вот скорость загрузки очень маленькая, хотя я использую VPN, ну, почему-то и без VPN тоже такая была. Ну, в общем, 510 я поставил, у меня была вот такая вот дичь, как белый экран, то есть на виде синий, а здесь получился белый. Потом он мне советует взять вот этот файлик и просто переименовать его. И как бы у меня все получилось. Ну, хотя там через одно место получится, все равно я пытался еще там 6.0 поставить. Кстати, по-моему, сейчас я на нем даже и сижу. На 6.0. Надо еще установить 6.1. Ну, вроде бы как, типа, это лучше. Ядро, да. Running install runtime. Ну да, вот. LTS надо его поставить будет. Ну и, в общем, что еще? Такая вот дичь у меня в логах там. Я не понял, зачем я это сделал, но, короче, из-за того, что я много гуглил, и мне пришло в голову посмотреть в логи. Но я так и не понял, как пользоваться этими логами, потому что у меня с самого начала установки, там, получается, наверное, за 1,5-2 года насобирались вот эти вот куча логов, и я пока долистал только там, по-моему, до середины, спустя час времени, ну, до середины логов, короче. И я еще сейчас хочу попробовать поставить вот эти вот штуки, AMD GPU Full Bean, и там еще какая-то Pro была, и Vulkan попробовать, ну, как бы я не нашел такую инфу, что именно ставить. Планеточка моя. Конечно, при записи видео оно тупит, но так вообще, конечно, четко. Получается, список команд приблизительно вот такой. Нажимаем Ctrl-Alt-F2 после того, как у вас как бы по идее должен либо появиться рабочий стол, либо ну как бы туда, куда, в общем, необходимо ввести пароль администратора вашего, ну или пользователя. И МХВД вот это вот пишем, -R NVIDIA Utils, и оно удалит, получается, все утилиты NVIDIA. Потом установить как бы свободные драйвера, ну, как бы заново, получается, может быть, даже и не надо это делать, но на всякий случай желательно. Если у вас не устанавливается, то сначала удаляем вот так вот remove R video Linux.
То есть, возможно, будет конфликт, вам будет написано, что типа конфликт, мы не можем удалить там из-за того, что видео Linux уже установлен. И поэтому надо сначала удалить видео Linux, потом установить free, ну, как бы свободные драйвера, и потом переименовать, ну, можно без суда, так как, допустим, если вы под ртом, то оно не нужно. Переименовать вот этот файлик, но это все единственное, что нужно вам ввести вручную. Вот это, и получается здесь мы добавляем как бы такое вот расширение, типа backup. И все, и потом перезагружаемся. Ну, командой reboot, естественно. Вот такое вот решение, друзья. Поэтому, в принципе, смело можете менять видеокарту теперь.